Аня сидела в кабинете доктора, сжавшись в комочек. Ей хотелось, чтобы все происходящее сейчас было только сном. Но, к сожалению, это была страшная реальность. Доктор хмуро изучал результаты последнего исследования, и, судя по его выражению лица, ничего хорошего там не было. Ну что же, Анна Сергеевна, все ясно. Очень жаль, но наши опасения подтвердились. С вероятностью 99% ваш ребенок родится с синдромом Дауна. Наконец произнес он, вздохнул и внимательно посмотрел на бледную, как мел, Анну. Надо решать, что делать. У вас сейчас идет 19-я неделя. По медицинским показаниям можно прервать беременность. Прервать? С ужасом прошептала Анна и инстинктивно прижала руку к выступающему животику. Как это? Но ведь у меня в 14 недель брали кровь на генетические патологии, и все было в порядке. Может быть, это ошибка? Сейчас ошибка. Нет, ошибки быть не может. Доктор покачал головой и протянул какой-то листок Анне. Смотрите сами. Результаты УЗИ говорят об укороченных конечностях, широкие скулы, узкий нос. Но это только косвенные признаки. А вот результаты околоплодной жидкости только подтверждают выводы УЗИста. А то, что первый анализ ничего не показал, так бывает, к сожалению. Анна Сергеевна, я ни на чем не настаиваю, решать вам. Посоветуйтесь с мужем, только не тяните. Анна молча кивнула, встала и на ватных ногах вышла из кабинета. В коридоре к ней тут же подошла Наталья, молодая эффектная блондинка в белом халате. Наталья была тем самым доктором, которая на УЗИ заметила патологию плода. Она первая забила тревогу. Кроме этого, Наталья была другом их семьи. С Андреем, мужем Анны, они были знакомы с самого детства и сейчас продолжали общаться. Когда Андрей с Анной поженились, Наталья подружилась и с ней. А когда та забеременела, тут же предложила наблюдаться в частной клинике, где сама работала. Отзывы о клинике были хорошие, поэтому Анна согласилась, и Андрей одобрил. И это не какая-нибудь муниципальная поликлиника. Здесь все на высшем уровне. Его сын должен родиться под присмотром самых лучших докторов города. То, что будет сын, Андрей не сомневался. Ему нужен наследник, а как иначе? У Андрея все на лучшем уровне. Успешный бизнес, хорошие доходы, загородный дом, квартира в центре города, несколько машин и так далее. Андрею еще и 40 лет нет, а он уже миллионер. Шутка ли? Нет. Конечно, помогли родители со стартовым капиталом, но сейчас он и сам крепко стоит на ногах. А все потому, что умеет грамотно все спланировать и проконтролировать. И его красавица-жена обязательно родит ему сына. Андрей привык считать, что у него все самое лучшее. Его с детства воспитывали как победителя. Победителя во всем. Он представитель элиты. Пожалуй, только с Анной небольшая промашка вышла. Изначально она была не его круга. Обычная девочка из провинции, переехавшая покорять большой город. Анна поступила на бюджет в экономический вуз, блестяще его окончила и пришла устраиваться в фирму Андрея. Там он ее и приметил. Несмотря на то, что девушка была скромно одета, вела себя сдержанно, он увидел, насколько она хороша, и просто влюбился. Напрасно родители убеждали выбрать девушку для женитьбы из своего круга. Андрей решил, что такая красавица, как Анна, как никто подходит на роль жены, и не ошибся. С Анной они были идеальной парой. Даже его родители одобрили в итоге выбор сына. Нравилось им еще и то, что Анна сирота. Да, кого-то этот факт, наоборот, напрягает, а им было спокойно.
Молодая жена, которая и так в рот смотрит их сыну, всегда будет его слушать, повиноваться. Никакие родственники не собьют ее с толку. Это значит, Андрей будет счастлив. Когда Андрей узнал о беременности, был счастлив. А потом, как гром среди ясного неба, подозрение, что ребенок, возможно, болен, синдром Дауна. Когда Анна пошла на консультацию в клинику, Андрей остался ждать ее на парковке, почему-то робел сопровождать ее в кабинет. Боялся услышать вердикт врачей? Возможно. Ведь как у него, такого идеального, может быть ребенок с генетической мутацией? Когда он увидел Анну, шедшую под руку с Натальей, то все понял. Опасения врачей подтвердились, ребенок болен. Сердце Андрея сжалось от боли, он скрипнул зубами от досады. Вот засада. Он вышел из машины и пошел к ним навстречу. Анна, увидев его, подалась вперед, но, разглядев его каменное выражение лица, замерла на месте. «Андрей, они сказали, но я не верю», — пробормотала она. «Иди, садись в машину», — коротко сказал он, почти не глядя на жену. Анна удивленно вскинула на него глаза и послушно направилась к машине, а Андрей задержался с Натальей. «Неужели правда?» — тихо спросил он. «Мне очень жаль», — вздохнула она. «Андрей, я не буду тебя обманывать, чудо не случилось». «Никогда бы не подумал, что такое может случиться в моей семье. От этого никто не застрахован. А еще генетика, суровая наука. Но у нас в семье такого никогда не было». Наталья пожала плечами и украдкой посмотрела вслед Ане, которая как раз садилась в машину. А у жены? Ее ведь бабушка воспитывала после смерти матери, а отца Аня вроде бы и не знала. Тихо произнесла она. «Да, ты права», — скрипнув зубами, ответил Андрей. «Ладно, Наташ, спасибо тебе, мы поедем». «Андрей, я могу записать Аню на операцию уже завтра. Она так ничего толком доктору и не сказала». Наташа осеклась и испуганно посмотрела на Андрея. «Ой, прости, у вас может быть другое решение». «Да какое еще может быть другое решение?» Андрей махнул рукой и зашагал к машине. Всю дорогу они с женой молчали. Андрей сосредоточенно смотрел на дорогу. Анна, опустив глаза в пол, плакала, прижав ладошку к животику. Они въехали во двор своего загородного дома. Мужчина заглушил мотор. «Да хватит его уже там наглаживать!» Наконец не выдержал Андрей и заорал на жену. «Завтра же надо ехать и избавляться от него». Аня, услышав эти слова, словно еще больше уменьшилась в размерах, вжалась в кресло. «Андрей, не кричи на меня, мне страшно!» В слезах произнесла она. «Ты не представляешь, как мне тяжело сейчас!» Он промолчал, вышел из машины и пошел к дому, не оглядываясь. Анна с трудом выбралась из салона и поплелась за ним следом. Впервые в жизни муж вел себя так, как будто она в чем-то виновата, как будто преступница. Прислуга уже хлопотала в гостиной, накрывая стол к обеду, но Анна, сославшись на недомогание, ушла в спальню, упала на кровать и тут же забылась тяжелым сном. Господи, как же ей хотелось, чтобы, проснувшись, все случившееся оказалось неправдой. «Вот угораздило тебя, сынок!» Услышала Анна голос свекрови Татьяны Григорьевны. «Рядом с тобой столько было замечательных девушек, а ты выбрал эту, без роду и племени. И вот результат». «Мама, ты, как всегда, все драматизируешь», — ответил ей Андрей. «Ничего страшного еще не случилось. Аня сделает аборт, и все». «Что все? А наследник?
когда ты нас с матерью наконец порадуешь?» Послышался голос свекра Юрия Петровича. «Аня восстановится, и вновь попробуем». «Опять с ней?» – ахнула мать. «Ты планируешь с ней и дальше жить? А если опять ребенок будет больной?» Андрей что-то ответил, Анна не расслышала. Она стояла в растерянности. Эти трое там, в гостиной, решали за нее ее судьбу и судьбу ее ребенка, как будто ее это и не касалось. Анна набралась храбрости и шагнула в гостиную. «Я не буду делать аборт», – неожиданно звонко сказала она, да так, что эти трое разом вздрогнули от неожиданности. «Ты хотя бы поздоровалась для начала», – первой ответила свекровь. «Хотя, о чем это я? Разве можно ждать хороших манер от девицы из народа?» «Мама!» Андрей с укором посмотрел на Татьяну Григорьевну, а потом также на жену. «Аня, я понимаю, что ты расстроена, но мы должны все вместе решать эту проблему». «Все вместе?» – с сарказмом произнесла Анна. «То есть коллективно принять решение, жить моему ребенку или нет?» «Аня, это и мой ребенок, и мне тоже плохо», – заметил Андрей. «Но я не устраиваю истерику, а здраво смотрю на вещи. Ты же понимаешь, что он ненормальный». Татьяна Григорьевна и Юрий Петрович согласно закивали в ответ. «Это вы ненормальные!» – вскричала Анна. «Вы говорите о ребенке, как будто его нет, а он есть, и у него сердечко бьется. Я не смогу это сделать, понимаете?» «Раз так, — ответил Андрей, заметно побледнев, — значит, убирайся из моего дома. Мне дефектный ребенок не нужен. Завтра же подам на развод. И если ты даже его родишь, на алименты не рассчитывай». «И правильно, — подала голос Татьяна Григорьевна. — Найдешь себе здоровую девушку и родите нормального малыша, а этот, еще неизвестно, может быть и не твой». «Я уже ничего не исключаю», — сухо заметил Андрей. Услышав это, Анна вскрикнула от обиды, закрыла лицо руками, а потом выбежала из гостиной. Несчастная женщина кинулась в спальню, рухнула на кровать и прорыдала полночи. Как заснула, она и не поняла, и что снилось, тоже не помнила. А утром ее разбудил какой-то шум у кровати. Анна открыла глаза и увидела горничную Дашу. Девушка как раз закатила в комнату небольшой чемодан. «Анна Сергеевна, Андрей Юрьевич распорядился собрать некоторые ваши вещи. Сказал, это все, что вы можете взять». «Виновата», — сказала девушка. «Где он сам?» — устало спросила Анна. Она даже не удивилась происходящему, просто было больно. Больно от того, что любимый человек повел себя так низко, отказывается от нее тогда, когда он так необходим. Андрей Юрьевич уехал на работу. «Анна Сергеевна, простите, но он приказал передать, чтобы к вечеру вас не было тут». Чуть не плача, вновь сказала Даша. «Простите, что говорю вам это». «Даша, за что вы извиняетесь?» Покачала головой Анна. «Твоей вины тут точно нет. Спасибо за чемодан. Ты не переживай, я сейчас соберусь и уеду». «Куда?» Дарья с сочувствием смотрела на молодую хозяйку. «Не знаю. В фирме Андрея, как понимаю, я больше тоже не работаю. Сниму квартиру и попробую жить дальше». «Аня», Дарья, вдруг забыв про субординацию, коснулась ее руки. «Я слышала, как сегодня утром Андрей Юрьевич давал распоряжение заблокировать все ваши карты и счета. А еще он приказал мне принести ему шкатулку с вашими украшениями». «Как низко!» Анна закрыла глаза, чтобы удержать слезы, но они все равно хлынули потоком.
Вот за что он так со мной? Андрей Юрьевич всегда был очень жестким. Он никогда не потерпит, чтобы кто-то ему перечил. А вы посмели. Вот он и лютует. Ну и черт с ним, резко произнесла Анна, вытерла слезы и решительно встала с постели. Я и сама все смогу. Даша нерешительно кивнула в ответ, а потом вытащила из кармана несколько скромных купюр. «Возьмите, вам сейчас они очень пригодятся», – произнесла она. Анна начала отказываться, мол, неудобно, но Дарья, на удивление, была настойчива, в итоге просто положила деньги в чемодан и ушла из комнаты. «Какая милая девушка!» – прошептала благодарно ей вслед Анна. А через пару часов она покинула дом мужа, дом, в котором прожила почти 2 года, дом, где ей казалось до этого, что она была счастлива. На деле оказалось, что ошибалась, и очень жестоко. Анна решила больше не звонить Андрею. Он все ей сказал вчера. И, зная его характер, она понимала, что он не передумает. А вот Наталья Аня набрала, ведь она считала ее своей подругой. Анна надеялась, что Наталья поможет ей найти квартиру, возможно, займет денег. Но Наталья не ответила ни с первого раза, ни с 10-го. Анна поняла, что Наталья, да, подруга, но не ее, а Андрея. А других подруг, уж так сложилось, у нее в последнее время не было. «Ничего, маленький, не бойся», – прошептала Анна, погладив свой выступающий животик. «Мама что-нибудь придумает». Анна решила уехать в поселок, в котором жила раньше с бабушкой. Дом там должен был еще стоять, а со всем остальным она обязательно справится. Прошло время. Анна и Андрей виделись только однажды, на суде, когда их разводили. Судья, видя, что женщина в положении, хотела перенести процесс, в надежде, что супруги еще помирятся. Но Андрей так тогда возмутился. Судье даже сверху позвонили и посоветовали не препятствовать разводу. Впрочем, Анна была согласна на все условия мужа и тоже хотела, чтобы побыстрее все закончилось. Особенно, когда увидела, как Андрей целуется в коридоре здания суда с Натальей. А Наталья? Она вообще делала вид, что не знает Аню. Анна ушла из жизни Андрея. Иногда он все же вспоминал ее. Ему было любопытно, кого же она родила, как сейчас справляется с этим доуненком. Мысли о нездоровом ребенке охлаждали его пыл. Решила повесить на себя ярмо, вот пусть и возится. А он будет счастливо жить с Натальей. Стоит сказать, что Наталья пришла к нему вскоре после того, как Анна уехала из дома. Пришла и призналась в своих чувствах. Андрей был расстроен решением жены, а тут такая красавица в любви признается. Так неожиданно. Он ведь всегда считал Наташу просто подругой. Сам и не понял, как оказался в постели с подругой детства. А потом они поехали на ужин к родителям. Татьяна Григорьевна была в восторге от новой девушки сына. «Андрей, я всегда говорила, что Наташа просто чудо. Давай, разводись с этой Аней и женись на Наташе». Вскоре так и произошло. И вот прошло 5 лет. Наталья за эти годы от простого узиста дошла до заместителя главного врача клиники. Конечно, не без помощи Андрея. Его бизнес стал только крепче, денег еще больше. И все вроде бы замечательно. И живут Наталья с Андреем дружно. Только почему-то особой любви между ними нет. Скорее партнерские отношения. И с ребенком у них ничего не получилось. У Натальи оказались серьезные проблемы. Впрочем, после истории с Анной Андрей задумался, а зачем ему вообще эти дети? Вдруг опять какой-нибудь больной? Лучше для себя жить будет. А время придет, просто продаст свой бизнес
и все. Однажды приятели и партнеры по бизнесу предложили Андрею съездить на охоту. Дорога предстояла дальняя, в глухой уголок области, где водились дикие кабаны. Андрею захотелось испытать азарт, драйв от охоты, и он согласился. Поехал Андрей на своем внедорожнике, и вот незадача. Не доезжая до охотничьей заимки километров 30, он пробил колесо. Друзья умчались вперед, связь не брала, к тому же и запаски не оказалось. Заметил Андрей с дороги небольшой поселок у края леса. Решил потихоньку доехать и попросить помощи. Это был небольшой населенный пункт, дворов 200 от силы, 3 улицы. Андрей доехал до сельского магазина и вышел в надежде разузнать, где можно найти СТО. И только он шагнул на порог, как из магазина вышла Аня. А за ней мальчик лет 4, симпатичный, темноволосый, чем-то на Андрея в детстве похожий. «Аня!» — воскликнул он. «Ты как тут? А это кто? Мой сын?» Мальчик удивленно посмотрел на чужого дядю и шмыгнул за спину матери, украдкой выглядывая потом оттуда. «Здравствуй, Андрей», — ответила Аня. Она немного побледнела, но быстро смогла взять себя в руки. «Нет, это мой сын». Она хотела пройти мимо, но Андрей схватил ее за руку. «Аня, постой, я не пойму. Говорили, что ребенок родится Дауном, а тут нормальный ребенок. Это как объяснить?» «А почему я должна тебе что-то объяснять? Еще раз повторяю, это мой сын, и все. Я вообще не понимаю, чего сюда приехал». «Да у меня колесо», — Андрей кивнул в сторону машины. «Ах, колесо!» — усмехнулась Аня. «Тогда это к моему мужу. За магазин заверни, там в гараже спросишь Егора. У него небольшая шиномонтажка, он тебе поможет». «Ты замужем?» — воскликнул Андрей. «А что тебя удивляет?» — улыбнулась Аня. «Дима, пойдем домой». И она протянула руку мальчику, они прошли мимо Андрея, а он стоял и смотрел им вслед. Дима. Его сына зовут Дима, и то, что это его сын, сомнений не было. А Анна шла, крепко сжимая руку сына. Столько воспоминаний нахлынуло. Когда она вернулась в поселок, односельчане сразу ей помогли. Кто дом подправил, кто в огороде помог, а кто-то просто денег дал. Егора она знала с детства, в одном классе учились. Однажды он пришел и остался. И даже новость о чужом больном ребенке его не отпугнула. А потом случилось невероятное. В районной больнице Ане сделали очередное плановое УЗИ, и доктор, сверив результаты предыдущего обследования, впал в ступор. «Я не могу ошибаться», — бормотал он. «И оборудование у нас сейчас новое, современное, но почему они пишут такую ерунду?» «Доктор, у меня ребенок родится с синдромом Дауна», — сказала Анна, видя смятение врача. «Я уже знаю это». «Так в том-то и дело», — воскликнул врач, «что у вашего ребенка другие показатели, а предыдущее описание результатов — такое ощущение, что это УЗИ другого ребенка». «То есть?» — замерла Анна. «То и есть. Я вижу на мониторе вполне здорового малыша, развивающегося по срокам, поэтому я бы не стал доверять и предыдущим результатам анализов». Анна готова была руки целовать этому седому доктору. Неужели это правда? Но почему тогда в одной из лучших клиник города ее ребенку поставили такой страшный диагноз? Анна подозревала, что тут могла быть замешана Наталья. Но как докажешь? Впрочем, ничего Анна не хотела никому доказывать. У нее теперь был Егор, который любил ее и ее малыша, вне зависимости от обстоятельств. А потом родился Димка, здоровый парень,
10 баллов из 10 поставили ему доктора в районном роддоме. Малыш рос, практически не болея, развивался по срокам, пошел до года, заговорил в 1,5. Сейчас 4 года уже читал по слогам, и никакого намека на генетическое заболевание. Егор любил Диму, он даже усыновил его, и Анна была счастлива и благодарила Бога, что вот так все у нее сложилось. Про Андрея она и не думала. Теперь в ее жизни был только один мужчина – Егор, который стал ее законным мужем. У Егора в районе была сеть небольших шиномонтажек. Анна работала в сельсовете бухгалтером, сын ходил в детский сад, и все у них было замечательно. Иногда Анне хотелось сообщить первому мужу о том, что его сын здоров, пусть локти кусает. Но потом сама себя останавливала. Зная характер и возможности Андрея, от него можно было всего ожидать. И вот он вдруг оказался в их поселке. Анна очень переживала, что же теперь будет. А когда Егор пришел домой, узнала, что первый муж приезжал в шиномонтажку. Егор колесо починил, а когда Андрей начал расспрашивать о сыне и Анне, понял, кто такой. Посоветовал убраться из поселка, пока кости целы. Андрей вроде бы послушался, уехал. Из поселка Андрей поехал не в охотничий домик, а домой, в город. У него были вопросы к клинике, хотел разобраться, почему его здорового ребенка там признали генетически больным. Он зашел в дом, когда уже смеркалось. Наталья не ждала его, валялась в комнате, болтала с подругой по телефону. И тут Андрей услышал такие слова. «Хочешь заполучить мужчину? Иди вперед, не жалей никого. Говоришь, беременна его курица? Отправляй ее к нам в клинику. Я ей состряпаю нужный диагноз». Усмехнулась в трубку Наталья. «Не переживай, проверено на себе, что называется. Я ведь Андрея заполучила именно так. Просто пришлось подделать результаты УЗИ и заплатить в лаборатории. Зато я удалила эту дурочку Аню с дороги, и Андрей возненавидел ее и нерожденного сына. Я ведь знала, что больной сын ему будет не нужен. Все получилось, и у тебя получится. А потом? А что потом? Анька так и не появилась в жизни Андрея. Я не заморачиваюсь, живу просто, и тебе советую». И тут Наталья осеклась, увидев Андрея. Она отключила телефон, попыталась оправдаться, мол, он не так все понял. Но Андрей понял все правильно. 5 лет назад подруга детства, чтобы заполучить его, подделала медицинские документы Анны. А он просто повелся на этот обман. И сейчас где-то далеко здоровый сын называет папой чужого мужчину, а когда-то любимая женщина его обнимает. А он остался один. Наталью он не любил и не любит. В итоге Андрей развелся с Натальей, после пытался наладить отношения с Аней и сыном, но они никак не шли на контакт, даже в суд подавал, только по документам и по совести Дима – сын Егора, а Андрей, он просто чужой в этой истории. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.